Всем привет, с вами Дэн. У нас сегодня Хамильтон, да не Military Хамильтон, как вы могли бы подумать. Нет, здесь вообще очень даже интересная модель в необычном корпусе. И этот корпус, к сожалению, сейчас очень мало выпускает, а мне нравится. Вот решил взять на Джуме и вам показать. Ну, значит, здесь у нас по комплекту чего есть, значит, международная гарантия. Напомню, что на Джиме можно оплачивать рублевыми картами, и никаких там нет ограничений по там, 300 евро, да, никаких санкций там нет, там все доставляют без санкций за любую стоимость часы, которые там продаются. Я там беру, тестирую вот сейчас еще два магазина часовых, и вот этот магазин, в котором я уже очень-очень много всего набрал, и вам уже много чего показал. Это, конечно же, сингапурский магазин Creation Watches. Ну, я на него ссылку оставлю в описании к этому ролику. Рекомендую. В общем, там, естественно, оригинал. И, я как уже повторюсь, можно оплачивать рублевой карточкой. Вот. Да, кстати, что еще я... Ну, вы сами понимаете, какие нынче времена. И какие-то вещи, которые раньше можно было заказывать из-за рубежа, сейчас заказать достаточно проблематично, особенно что касается кожи, потому что там кожаные всякие сумки и так далее, это все тоже сейчас под санкциями. Вот. И опять же с Джума можно заказывать и эти вещи. Я там для себя открыл один магазинчик французский, тоже, если что, ссылку оставлю в описании, где можно брать кожаные разные аксессуары. Да, вот, например, у нас тут Lacoste такой, да, естественно, все оригинал, все приходит, вот конкретно этот продавец продает из Франции, протестил, уже две вещи у него взял, еще одна, кстати, идет тоже на почту, опять же, ну, естественно, оплата картой, так что тоже ссылку оставлю в описании к ролику, если кому вдруг будет полезно. Лично мне, например, полезно, потому что, ну, сейчас у нас с этим есть дефицит, можно так сказать. Так, ну что ж, Хамильтон у нас в такой коробочке под дерево, хотя это на самом деле не дерево, это здесь вот такое как бы покрытие, да. И опа! Ай. Ну, здесь такой микс между бочкой и прямоугольником. Кому как больше нравится, напишите в комментариях, как вы такие корпуса называете. Ну, наверное, больше, да, он такой прямоугольный, конечно же, под винтаж. Ну, они не очень маленькие, то есть это такие максимально универсальные часы. Нынче редкость, да, нынче редкость. И более того, эти часы на механизме, на ручном подзаводе. На ручном подзаводе. Да. Хамильтон. И тут прям такая, знаете, классика. Ну, значит, что касается референса, то вот он у вас на вашем экране. Здесь сапфировое стекло указано и ручной подзавод. Это, конечно, прям обожаю. Винтаж. И, ну и кроме того, здесь часы, опять же, у нас в таком винтажной стилистике. Редкая нынче классика, не очень популярный такой форм-фактор. Сейчас и производители не особо много таких моделей выпускают, и особенно это нужно сказать как раз в таком, знаете, в начальном и среднем ценовом сегменте таких моделей, ну, очень мало, потому что, понятно, там в люксе можно пойти в раздел ЖЖ Люкультор и, в общем, там выбрать, да, или Cartier Tank, например, взять, а вот именно в среднем ценовом сегменте, ну, маловато, откровенно говоря. Значит, что у нас внутри? У нас внутри механизм H50, на автоподзаводе. Водозащита здесь 50 метров. Запас хода, кстати, в этом механизме 80 часов. Вот вам не сказал. 80 часов. Сапфировое стекло. Стальной корпус. Ремешок из коровьей кожи. И что касается механизма, да, это механизм, который ставится именно на Хамильтон. Ну, все это, естественно, основано на современных механизмах Swatch Group. 80 часов, правда, туда аж забабахали. Есть он с датой, есть он без даты. Ну, знаете, 8 часов это прям ого-го. И для ручного завода это как раз вот максимально удобно. Потому что автоподзавод там, в принципе, ну пофигу, да. Ходишь, если носишь эти часы, то они будут заводиться. А вот ручной завод, да, 8 часов солидно. Несколько суток они, естественно, будут держать. Модель это называется Hamilton Mechanical. Hamilton Bolton Mechanical они называются, если полностью сказать. Здесь, конечно же, да, вот эстетика арт-деко,
и римские цифры красивые, железная дорога у нас по краям, и такие вот стрелочки аккуратные. Кстати, они, по-моему, такие синененькие, да, синеные стрелки. Не знаю, они закаленные или именно прокрашенные. Буду надеяться, что они все-таки закаленные. И стилистика, как сам Хамильтон указывает, такое американская классика. Ну, американская классика, я думаю, здесь заключается в том, что, во-первых, естественно, Хамильтон-то это исторически был американский бренд, а сейчас он Swissmade, когда он в Swatch Group вошел. А раньше это было именно американский такой прям символ, Элвис носил там и так далее. Да? И во всех фильмах, посмотрите, там Хамильтон везде промоушен проводит своих часов. Ну и, собственно, да, американская классика. Достаточно крупненькие эти часы и, можно сказать, по современным меркам. Но сейчас посмотрим, как будут сидеть на запястье. И на самом деле вот эта коллекция Болтон, она, первое появление было в 1940 году. И вот сейчас вот эта коллекция у них сохраняется. И, ну, немножечко, понятно, осовременили этот дизайн, осовременили корпус. Ну, все-таки у нас какой сейчас? 2023 год. Но, тем не менее, как мне кажется, вполне себе актуальный стиль. И опять же, вот они угадали, то есть они вот попали в этот сегмент, где сейчас конкуренция маленькая именно, да. Вот все-таки эти часы достаточно недорогие. Я их покупал на Джуме за 63 тысячи рублей. Ну, сами знаете, там иногда и скидосы есть. И опять же, все зависит от курса. И, кстати, важный момент. Многие часы там раскупают, естественно, особенно после моих видосов. Вот, но они же там время от времени и появляются опять в продаже, поэтому здесь вы не расстраивайтесь. Если, например, видос вышел, там этих часов нет в наличии, но, собственно, в избранное добавляйте, и потом, может быть, они и появятся. Давайте глянем, что у нас тут по размеру. Значит, в широкой центральной части 33,6 у нас получается. Если мы возьмем здесь между ушками 38,8. По ушкам подлиннее немножечко будет 51,4. Этот момент учитывайте. Ну, то есть часы достаточно длинные. И 11,6 по высоте. 11,6 по высоте. Ну и давайте ремешочек еще тоже посмотрим. Сколько здесь? 22, мне кажется. 21 почему-то. Так. Нет, 22 все-таки. 22. Да, здесь потому что скосик такой небольшой. 22, короче. То есть много чего, много чего подойдет. Крупная заводная головка, но она хорошо сочетается с этим достаточно большим корпусом. Такая как бы двойная. Очень тут все сглажено, очень аккуратно сделан корпус. Все максимально сглажено. И он полностью с зеркальной полировкой, как я посмотрю. Но кроме задней крышки здесь у нас QR-код, Swissmade указано, водозащита 50 метров. Да, и, к сожалению, не можем мы посмотреть на этот самый красивый механизм с ручным подзаводом. Хотелось бы, но вот все часы, бочки, я... Честно говоря, даже сейчас вот так навскидку не припомню, чтобы бочка была с прозрачной задней крышкой. Увы и ах, собственно, да. Ну, понятно, что у нас здесь винтаж, соответственно, печатный циферблат. Здесь все тогда напечатано аккуратненько. Логотип. При этом циферблат, как мне кажется, немножко такой серебристый и с такой вот фактурочкой. Да? Ну, на макровидео это потом посмотрим. Все остальное, да, у нас тут между ушками везде зеркальная полировка. И при этом корпус достаточно сложный, то есть здесь много граней, то есть смотрим, да, вот верхняя грань, потом у нас боковой скос идет, потом боковая часть, да, и то же самое на ушках, раз, два, три, везде по 3 грани. Это достаточно сложный корпус, и он, может быть, кажется чуть даже меньше, чем он есть на самом деле, благодаря вот тому, что он такой не самый простой по сгибам, да. Вот мое запястье 18,5, ну и, собственно, вот что мы получаем. То есть, видите, от ушка до ушка здесь не самые короткие часы, они по нынешним временам, может быть, такие даже немножечко оверсайз. С другой стороны, я не скажу, что они смотрятся крупно. Ну, понятно, здесь не на, что называется, голое запястье, здесь нужно что-нибудь типа там пиджачка, например, да, и эти часы уже заиграют, конечно же, по-другому. Сейчас вот, ну, здесь вот я бы сказал, что они так не смотрятся, да, все-таки под футболку, ну, не то вообще. Ну, знаете, мне нравится посадка. То есть на такое запястье среднее и крупное будет вот в самый раз, если вам нравится такой форм-фактор и если вы тяготеете, конечно же, к ручному подзаводу. Что у нас по весу на ремешке? 71,3, ну, немного. Застежка здесь Хамильтон.
Что касается ремня, то он здесь матовый, это хорошо, он под крокодила, это плохо, ну лично для меня я это вообще прям терпеть не могу. И честно скажу, ну Хамильтон вообще не блещет своими ремешками, вот сколько я помню. И здесь тот самый случай, то есть да, ремешок мог быть и получше в эту цену. И один из главных минусов этого ремешка, ну мало того, что он да, выглядит, как сразу понятно, что это не настоящий аллигатор, то есть лучше прикупить сейчас сразу нормальный ремень, и к тому же здесь система быстрой замены нет. Здесь, конечно, швейцарцы непонятным образом экономят, да, на каких-то вот мелочах. Но самое здесь тупое, конечно, то, что вот здесь он вообще не гнется. Вот видите, я вот на запястье так пытаюсь его посадить, не гнется нифига ремень. Вот здесь он толстый. У Хамильтона очень много подобных ремней. И это, конечно, ужас. И, честно говоря, я вот такой ремешок предлагаю сразу снять и нахрен выкинуть. Он даже на дешевые часы не подойдет. Здесь тупая экономия. Не могу не сказать. Ну вот, ну хотелось бы, чтобы сделали нормально. Что нельзя сделать? Все-таки часы стоят, ну там, сколько, 800 где-то долларов. Да, а в ритейле в российском, если они продаются, не знаю, продаются или нет, я думаю, что они будут стоить там 1130, наверное, рублей. И вот с таким ремнем, ребятки, ну вы охренели там. Ну что ж, ладно, давайте смотреть макро. Так, а вот, кстати, изогнутое сапфировое стекло, это хорошо, это здесь плюс. Ну, как я говорил, да, здесь определенная фактурка у нас на циферблате есть. Аккуратная, очень-очень приятная, аккуратная здесь везде печать. И в целом по канонам как раз таких 30-х, да, наверное, здесь исполнен как раз циферблат. Все сделано правильно, мне нравится. Что по итогам? Нечастая модель, нечастый форм-фактор. Этим как раз эти часы меня и, собственно, зацепили. Я думаю, что вот все, что касается корпуса, здесь реально классное. Да? Бакля тоже классная, ремешок сразу на помойку. А в целом механизм, качество исполнения, сапфир изогнутый, бренд Хамильтон, опять же, тщательно такой хорошо проработанный винтажный циферблат. В этом, конечно, часы просто сделаны прекрасно. Молодцы, да, но подработать по ремешочку, конечно, нужно. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.